90% рыбаков совершают одни и те же ошибки, а потом удивляются, почему не ловится, почему блесна не работает так, как должна. Сегодня мы в процессе изготовления этой блесны разберем большинство ошибок. Берем трубку, медь, алюминий, нержавейка, отмечаем угол и отрезаем. Я пользуюсь болгаркой, вам же советую использовать обычную ножовку по металлу. Это чище, ровнее и точнее. Движения блесны должны быть вялыми, без резких толчков. Тогда эта блесна будет хорошо работать. Данная блесна предназначена для ловли по поверхности, либо по дну. По поверхности мы используем медь, по дну алюминий. Почему именно так? Потому что медь тяжелая и дает нам более дальний заброс. А трубку, вернее блесну из трубки, очень легко выносит на поверхность. Также мы используем алюминий либо на разнесенных монтажах, либо с разборной чебурашкой для ловли по дну. Далее берем острый нож и срезаем все эти заусенцы, облои. Если вы будете пользоваться ручной ножовкой по металлу, то этого делать не придется. Берем болгарку, ставим диск и обрабатываем торцы. Керним точки для отверстий с обеих сторон и выполняем сверловку. Не делайте слишком маленькие отверстия. Я обычно на таких блеснах 16 диаметра делаю отверстие 4-5 миллиметров, чтобы крючок лучше болтался, была свобода. На эти блесна вы можете также ставить осисты. Это очень хорошо. Эта блесна довольно тяжелая и в оснащенном состоянии с крючками весит порядка 16 грамм. И ассист будет очень хорош для ловли пассивной рыбы. Она легко будет затягивать крючок с потоком воды, и вы получите большую реализацию ваших поклевок. Так, отверстие выполнили, зенкуем, делайте это более аккуратно, не так, как я на видео, хотя на клев это никак не влияет. Если вы хотите ловить окуня, лососевых, мирную рыбу, уменьшайте размер трубки. Делайте из десятки, из восьмерки, из пятерки. Такая же форма будет превосходно работать по лососевым и по окушку. Ставьте одинарники, которые будут разгибаться на 3-4 килограммах, либо заводные кольца с определенной нагрузкой, либо, как я уже сказал, осисты. Обрабатываем нашу заготовку блесны абразивом. Сначала начинаем с более грубого, потом переходим на более тонкие фракции. Поверьте, так намного быстрее будет сделать. Первая ошибка, то что люди хотят ловить мелкую рыбу на крупные блесна. Уменьшайте размеры, не пытайтесь, а вдруг клюнет что-то большое, поставили крючок побольше, блесну покрупнее. А этого вдруг, как правило, не происходит. И вы идете домой грустная, с опущенной головой. Внутри блесну можно, конечно, не обрабатывать, но я это делаю для себя, для самоуспокоения. Вот вы видите, она готова. Теперь сам процесс гибкий. До этого мне в комментариях в других роликах писали, что вот, типа, не у всех есть такой станок. Да, ребята, этот станок я использовал для гибки рам на кораблике, корвет, флагман. И вот он так пригодился для гибки блесен. Такую же процедуру вы можете произвести в обычных слесарных тисках. Также используйте сверло подходящего внутреннего диаметра. В данном случае у меня трубка 16, стенка 1. Соответственно, мы имеем внутренний диаметр 14 мм. Берем сверло на 14, зажимаем в тисках в обычных и потихоньку изгибаем. Я не буду сильно останавливаться на этом процессе. Смотрите, я скажу еще вторую ошибку. Люди не досматривают ролики до конца. Каждый из нас считает себя самым умным. Посмотрел, вроде что-то ухватил, ага, все отлично, буду делать. А по ходу ролика я рассказываю, где использовать, как использовать, для чего нужна, где не стоит на нее ловить, кого не стоит. И люди не досматривают, и потом спрашивают, почему блесну выносит на поверхность. Ну, потому что это ее минус. Минус блесен из трубок, то что их легко выносит на поверхность. Но этот минус мы используем в плюс. Мы используем алюминиевые трубки для ловли возле дна. Она пытается уйти наверх, но находится на привязи, не ложится на грунт, не собирает мусор, постоянно пытается уйти вверх. И второй огромный плюс всех трубок, всех блесен из трубок, то, что она никогда не уходит в штопор. Я знаю, многие уже делали блесна из трубок по моим роликам. Я думаю, вы сможете написать, либо захотите написать, уходила ли ваша блесна в штопор. Ну, чтобы для других сомневающихся была информация, прав я, ересь я несу или нет. Стоит меня слушать, стоит прислушиваться.
В общем, парни, потихоньку, аккуратно делаем изгибы, не делаем, не форсируем события, иначе будут большие заломы. Они, конечно, никак не повлияют на игру блесны. Ну, практически никак. Они лишь повлияют на внешний вид. Старайтесь, делайте красиво. Ну вот видите, я поспешил и вот накосорезил с этими заломе. Теперь их придется исправлять, тратить на это время. Ну, смотрите, тут, собственно, ничего сложного. Также прикладываем сверло вот, и легкими ударами исправляем желобок. Все. Чтобы не делать лишнюю работу, старайтесь сразу, не спеша, точно и ровно изгибать. И тогда вам не придется, вот как мне, ковыряться и исправлять ошибки. Смотрите, носовой изгиб у меня довольно большой. Если вы хотите, чтобы вашу блесну меньше вытаскивал на поверхность, играйтесь именно с изгибом на корме. Вот сейчас начнем изгибать. Если гнется плохо и туго идет, можете разогреть. Разогрейте металл горелкой, и блесна пойдет лучше. Смотрите, чем сильнее будет изгиб на корме, то, что мы сейчас делаем, тем сильнее она будет размахивать. Движения будут более размашистые, но не увлекайтесь. Судак не любит слишком большой подвижности, поэтому не нужно делать очень сильный изгиб. Для щуки другое дело. Если вы хотите поставить большой мощный тройник, тяжелый, из толстой проволоки, тогда да, вот этот изгиб увеличивайте. Изгиб готов. Вот мы имеем форму блесны. Берем болгарку и нежно выравниваем поверхность. Делать это или нет, ну, это ваш выбор. Я делаю блесны не только для себя, но и на продажу, поэтому нужен хороший товарный вид, чтобы можно было ее взять в руки, не обплеваться. После обработки имеем уже совершенно другой вид. Теперь берем абразив 220, проходим. Тщательно пройдите всю блесну. Не нужно сразу начинать с 600, потому что вы потратите намного больше времени на шлифовку, имея только 600 зерно. Спокойно, не спеша, выравниваем. Видите, вот косяк. Да, вот это я не заметил и не убрал. Поэтому проходите этим зерном, все сразу косяки вылезают, и их можете подровнять и исправить. Ну вот, блесна почти готова. Дальше у нас будет полировка, а вы можете красить, можете не красить, как вам удобнее. Нужна ли полировка для ловли судака? Ну, мое предпочтение нет. Мой выбор нет. Мое решение нет. Она потускнеет, покроется оксидной пленкой, примет такой благородный коричнево-ржавый вид. В таком виде он нравится и лососевым, и головлю, и жереху, и изю. Но под окуня я вам искренне советую полировать. Полировать так, чтобы блестело, как у кота причиндалы. Поставите 10-й диаметр, отполируете, поставите ассист, и будет ловиться не только окунь и лососевая, а самая разнообразная рыба. Полирую я с пастой Гои, обычная паста Гои, крупная фракция. Для более точной, для более качественной полировки использую другие составы, кому нужен реальный блеск. Я рассчитаю, что это для рыбалки совершенно не нужно. В общем, не спешим, полируем, не забываем охлаждать. Ну, если вам, как мне, пасть не жгет, то, конечно, можете этого не делать. Самые ходовые размеры на судака 16 трубка, 14, ну и 12. Теперь что мы имеем? Вот готовое тело блесны. Сейчас завесим, померяем. Ну вот вы видите, длина готовой приманки 80 миллиметров. Диаметр трубки 16. Можете так же, как я, взять маркер. Я их все подписываю, чтобы знать вес, размер. Ну, это очень удобно. Долго не стирается. Вот такая красота. Вот видите, вес тела 13 грамм. При длине 80 и диаметре 16. Вот она не создает каких-то супер диких колебаний. Работает стабильно как по поверхности, так и в толще воды. Вот так вот. Видите, с ассистом какая красота. Рыба будет легко заглатывать на этот динарник. У вас будет масса реализованных поклевок. Пишите, пробовали вы, нравится вам, либо считаете, что это хрень полная. Я хочу одного. Я очень хочу обратной связи, чтобы не снимать ролики в пустоту.